Бывает ли у вас такое, что вы чего-то захотели и даже почувствовали во рту вкус этого блюда? Вот так вот сегодня у меня. Очень захотелось и решил приготовить. Всем привет, друзья! Просто и очень вкусно. Сегодня приготовим тефтели без всяких добавок. Две половинки куриного филе и половину луковицы любым удобным для вас способом превращаем в фарш. Для более удобной работы перекладываем фарш в глубокую тарелку. Ну а дальше рецепт придумываем на ходу. К фаршу добавляем черный молотый перец, половинку чайной ложки соли. Дальше, если соли окажется мало, ее можно будет еще добавить. Одну чайную ложку сушеного молотого чеснока, пол чайной ложки смеси разных перцев, это для аромата, и пол чайной ложки приправы для курицы на гриле. И в самом конце в эту тарелку добавляем 1 столовую ложку обыкновенной муки. А затем не стесняемся и вот так вот руками очень хорошо нужно все перемешать. Так сказать, весь фарш нужно хорошо пропустить сквозь пальцы. Ну а после того, как вы хорошо перемешали фарш, его нужно будет вот таким вот образом немножко отбить, чтобы он более хорошо держал форму. Затем берем небольшую тарелку с мукой. В муку нужно будет добавить чуть-чуть соли и перцу. Берем по 1 столовой ложке фарша и мокрыми руками делаем вот такие вот круглые шарики. Каких размеров делать шарики, решать только вам. Я же сделал их средних размеров, не маленькие, не большие. Затем все шарики нужно будет хорошо обвалять вот этой муке. Все готовые шарики укладываем на разделочную доску, сковородку устанавливаем на плиту, огонь чуть ниже среднего, и все шарики нужно будет обжарить по 1 минутке с двух сторон. Эти будущие тефтели нам не нужно обжаривать до готовности, нам нужно просто добиться такого эффекта, чтобы они как будто бы запечатались. Обжаренные будущие тефтельки убираем в отдельную тарелку. После того, как тефтельки обжаривались, это подсолнечное масло мы никуда не выливаем, оно остается в сковородке. Видим, что на дно осталось немножко муки, которая пооблетала шариком, ничего страшного. Берем вторую половину луковицы мелко нарезанной и отправляем на сковородку для обжарки до полупрозрачного цвета. После того, как лук обжарится, пройдет буквально минутка-полторы, в сковородку отправляем 1 столовую ложку муки. В это время огонь нужно будет сделать минимальным, муку хорошо с луком перемешиваем, и в этот момент мука сразу же начнет менять свой цвет, так сказать, будет вставать немножко коричневой. Размешивайте ее недолго, это примерно займет секунд 30-40. Затем в сковородку добавляем 1,5 столовые ложки томатного соуса, либо же кетчупа, то, что вам больше нравится. Немного все перемешиваем и сразу же сюда добавляем 1,5 столовые ложки сметаны. У меня сегодня покупная 20%. И сейчас нужно немножко ускориться. Очень хорошо все, что есть в сковородке, перемешиваем. Напоминаю, огонь под сковородкой должен быть сейчас минимальный. После того, как вы все хорошо перемешаете, в сковородку нужно будет добавлять воду, обыкновенную простую воду. Добавляем воду и еще раз хорошо перемешиваем все до однородного состояния. После того, как перемешали, видим, что еще у нас в сковородке все слишком густое. Добавляем еще воду. С водой вы здесь не переборщите, можете не переживать. В общем итоге я долил воды примерно 200-250 мл. И вот такая вот консистенция у меня получилась. А затем полностью все обжаренные тефтели, которые вы приготовили, у меня их получилось 12 штук, отправляем в сковородку для того, чтобы они хорошо потушились. Сковородку накрываем крышкой и на том же минимальном огне тушим все 10 минут. Через 10 минут снимаем крышку и все тефтели, которые есть в сковородке, нужно будет перевернуть. После переворачивания обратно накрываем все крышкой и в таком положении еще 10 минут нужно будет все потушить. В общем итоге тефтели у меня тушились 20 минут. Посмотрите, какая красота у нас получилась. А аромат стоит просто непередаваемый. Получилось, друзья, все так аппетитно, что этой порции на четверых нам было мало. Съели полностью все и даже вымокали сковородку. Вот так вот нежданно-негаданно получилось все очень аппетитно и очень вкусно. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Рекомендую со стопроцентной уверенностью приготовить вам такое блюдо, попробовать, оценить, и я уверен, что оно вам понравится очень-очень сильно. Поделитесь таким вкусным роликом с друзьями, я уверен, они тоже оценят. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, ну и также не забудьте посмотреть еще один не менее вкусный рецепт.